Привет, ребята! Как вы поняли из названия, на обзоре сварочный комбайн. Почему комбайн? Ну, это некая ассоциация с кухонным комбайном, когда все в одном, там и мясорубка, и миксер, и соковыжималка, и все прочее. Вообще с этими комбайнами всегда была такая история, что лучше купить по отдельности аппараты, да, потому что когда все в одном, оно работало все как-то так себе. А в основном это касалось полуавтомата. И это было в аппаратах Антели, приносили их сюда. Так ты свариваешь, ну вот однофазный он был, да, свариваешь полуавтоматом какие-то рывки, берешь какой-нибудь аппарат, просто полуавтомат заточенный, просто под проволоку, никаких рывков-то особо нет. Ну, Андали еще так себе себя вел, а вот аппараты, например, Гроверс, прямо сильно выделились, у них там есть 1.4 в одном, 5 в одном, которые там по 150 тысяч стоят, и что-то они не очень популярны. Ну и вот аппарат фирмы ИДРАМАШ, который вы, наверное, тоже не слышали, как и я. Фирм сейчас много развелось, все, естественно, едет оттуда, с Китая. Аппарат трехфазный, не в каждом гараже найдешь эту трехфазную розетку. Естественно, больше ориентирован для цехов. Есть, значит, электронная сварка, полуавтомат, правда, без пульса, тик с переменкой ACDC и, конечно, плазморез. Может быть, конечно, в этом случае свершится какое-то чудо, в отличие от этих гроверсов, Андали. Посмотрим. Упакован аппарат в такую огромную фанерную коробку. Видим, что вес нет самого аппарата 52 килограмма. Здесь тоже есть всякие надписи, китайские иероглифы, и, в принципе, тут больше ничего нет. Открою коробку, посмотрим, что внутри. Крышка здесь была завинчена на саморезы, кое-как открутил. Видим, что здесь 25-я горелка, пружинка которая 3-метровая. Шланг тоже 3-метровый, армированный. Горелка тик 4-метровая с водяным охлаждением. Провод массы с прищепкой стандартная 200-амперный. Держатель электродов 300-амперный с проводом. Горелка-резак 4-метровый для плазмореза. Некоторые расходники в пакетике для плазмореза и прочего. Инструкция на английском языке, такая увесистая книжка. В коробочке фильтр воздуха для плазмореза, уже знакомый. Вилки для подключения аппарата здесь нет, просто 4 провода. Достану сам аппарат. Ну и на этом все, вся комплектация. Вот такой аппарат гигантского размера, металлический корпус, пластиковая накладка спереди, весит 52 килограмма. Спереди здесь видим дисплей, 3 вертушки, 2 кнопки, снизу разъемы под плазморез, 35-50 байонеты, разъем 7-пиновый под тик и евроразъем. С другой стороны отсек для проволоки открывается здесь справа. Ну и сзади здесь видим автомат C63, ниже заглушка для чего-то, болт заземления, 3 штуцера под газы и воздух, ну и такие средних размеров 2 вентилятора. Аппарат поставляется без каких-либо колес, хоть и на тяжелый, но вместо этого здесь просто 4 резиновые ножки. Крышка отсека с проволокой открывается на 2 защелки вниз, можно поставить 300-ю катушку, также 200-ю, и она так немного болтается туда-сюда, никаких ограничителей там нет и переходников. Килограмму катушку никак не поставишь, то есть только если что-то самому ударить на штырь, может быть, как-то. Механизм подачи проволоки здесь приличный, 4-роликовый. Все ролики, естественно, полноприводные. Двигатель здесь тоже довольно мощный. И сверху меняется провод полярности внутри отсека. ПВ для такого огромного аппарата не сказать, что большое. 160 ампер 100% на полуавтомате, 160 ампер на тиге, 130 ампер на электродах и 30 ампер на плазморезе. Снял эту крышку, посмотреть, что внутри. Видим, что здесь довольно много всего. Пустого места практически нет. Сверху платы 4 штуки, автомат стоит. Провод заземления сразу на корпус идет. Видим, что здесь немного хаос с проводами. 2 таких медных катушки, они же из шин намотаны, и они выходят на байонеты, на силовые разъемы. Видим, что здесь еще внутри корпуса стоят промежуточные вентиляторы для охлаждения. Когда включаешь плазморез, он шумит чуть-чуть посильнее. Снизу видим огромный радиатор, белый алюминий. И такая огромная катушка стоит сзади. От нее идут силовые провода сразу практически на переднюю панель. Ну, вроде так с виду добротно, каких-то ляпков, мазков, герметика нет. С другой стороны, снизу видим, что здесь не какой-то отсек под мелочевку, а тоже все заполнено платами. Провода идут силовые и 3 шланга, 2 под газ и 1 под воздух от этих штуцеров, которые сзади стоят. Тоже стоит радиатор еще огромный, дополнительный. В общем, радиаторов здесь целая куча. Я насчитал вроде как 4. Основную массу здесь составляет толстый металл. По комплектации здесь горелка 25 с шарниром для полуавтомата, резиновая вставка, не какая-то там пластиковая, которая отколупливается. Стандарту здесь, как для 15-й горелки, пружинка стоит. Все так же надевается сопло и немножко так болтается, но не сильно. На тик горелки 18 здесь недоделанные разъемы. Видим, что под газ есть разъем быстросъема, а под воду нет. Гусак горелки здесь подгибается, это хорошо, немножко поворачивается, но сама горелка такая дубовая. Такой разъем горелки плазмореза своеобразный, горелка 4-метровая,
пластиковая такая ручка, все стандарт плазматрон, все эти расходники, все одинаковое. И хорошо, что здесь есть ограничитель расстояния, положили все-таки. Держатель электродов здесь 300-амперный, хотя с виду 200-амперный. Прищепка массы стандартная 200-амперная, провода 35 квадратов, медные. Шланг здесь только один, хотя по уму-то надо бы 3. Инструкция на английском языке с картинками. Если вам нужна будет русская версия, то в описании под этим видео будет. В пакетике кучка расходников, но не хватает здесь хомутов и каких-нибудь быстросъемов на вот этот воздушный фильтр. Вместо этого только штуцера. Соберу его и накручу сюда манометр. Возникла некоторая проблема с его подключением, потому что болтов здесь не хватает, куда его прикрутить. Вообще не придумано, видимо. Есть вот сверху заглушка с двумя болтиками, скорее всего, прикручивается сюда. Но чтобы открутить, тут другая проблема. Там стоят болтики, и чтобы они не прокручивали, приходится разбирать аппарат и как-то подержать эти гаечки. В общем-то, прикрутить этот фильтр к этому аппарату проблемно. Прикрутил все-таки, все работает, все крутится, вроде как держится. Но хотелось бы увидеть в другом месте каком-нибудь, где-нибудь снизу. Шланг здесь один, надевается на хомуты, но другого шланга короткого, который идет к плазморезу, нет. Нужно еще будет подключить трехфазную вилку, все по стандарту. Заземление вверх и все 3 фазы. Подключаю в розетку. Готово. Включаю аппарат. Вот такая быстрая довольно загрузка. Ну, секунд, наверное, 4. Удобное меню. Такая вертушка по кругу. И выбираются все режимы. Углекислота, смесь, настройка на алюминий, хотя здесь пульса нет. Сварка нержавейки, порошковая проволока, переменка на тяге, DC, обычный постоянный ток на тяге. Сварка электродами, и чтобы включить меню плазмореза, нужно подключить воздух, так оно не включится. Кратко по меню. Здесь вроде как есть энергетика, но она такая не очень подробная, и вроде как все в дюймах, как будто бы для американского рынка. Настраивать подробно особо не получится, так что, наверное, настраивать лучше в ручном режиме. Здесь также крутятся все эти метры. Здесь можно выбирать толщину металла, по энергетике вставляется, и правой вертушкой подкручивать вольты. Диапазон, конечно, небольшой, примерно 1,5 вольта туда-сюда, в эти стороны. Здесь есть подменю, и где выставляются все эти предгазы, постгазы, индуктивность, дожи проволоки. Также постгаз. В принципе, довольно понятно, но как-то мелким шрифтом все. Вертушки здесь удобные, с шаговой регулировкой. По единице так можно щелкать. Если нажать на вертушку и крутить, то можно быстро перемещаться по циферблату. Также на тяге здесь есть подменю все эти циклограммы, где можно все эти предгазы, постгазы поставить. Форма волны, треугольная, прямоугольники и прочее. Синусы тоже есть. Также можно частоту, баланс, постгаз до 10 секунд. Единственное, что как-то все мелковато. Могли бы покрупнее написать. Ну и есть энергетика на тяге, хотя она так себе. Лучше, наверное, в ручные настройки лезть сразу. На электродах здесь все стандарт. Также есть горячий старт, форсаж. Все это подбирается под нужные задачи. Напряжение холостого хода здесь высокое на электродах. Почти 80 вольт. Прилично. Ну и не видно только меню на плазморезе, нужно подключить воздух, и тогда все это будет показываться. Кое-как подключил с грехом пополам все эти шланги одновременно, нашел тут свои шланги, дополнительно хомутов, потому что в комплектации не было. Подключил к баллонам, подключил к компрессору. Вроде все работает, под хомутами не шипит. Сейчас посмотрим, как это будет происходить. Поставил еще катушку 0,8 проволоки, 300-ю. Протянул, все должно работать. В первую очередь по классике начнем с электродов. Поставил ток 80 ампер. Подготовил железяки, подключил все к столу, но сначала хочется замерить честность тока. На электродах на 80 амперах показывает на клещах 81, немножко в плюс, но прямо довольно-таки точно. На 100 амперах даже в плюс немного выходит, стабильно держит эти 102 ампера. И максималка 200 ампер, странно, что не 250 здесь, но прямо ток держит как влитой, это, конечно, плюс. Замерю все то же самое на полуавтомате, на ручных настройках, ставлю максималку 15 метров в минуту и максимальные вольты. Проволока 0,8, идут дикие такие спотыкания. Видимо, аппарат целиком переварить не может. Нужно как-то убавлять и смотреть, что получится. Поставил 13 метров, как-то уже вроде постабильнее. Ну вот 13 метров тянет, но все равно иногда брыкается. Поставил проволоку 1,2, поставил 10 метров в минуту подачу. Проволока, конечно, дергается, не успевает аппарат ее переварить. Показывает 300 ампер. Поставил 9 метров в минуту, вот уже вроде как переваривает. Ну, 320, 305, 330 ампер держит, так что заявленный ток здесь есть. На плазморезе здесь есть пилотная дуга, вот так она работает, и причем можно убрать лимит, и можно хоть 10-15 секунд, пока не расплавится наконечник, но все-таки стоит лимит ставить. Посмотрим, что он выдает по максималке. Здесь 50 ампер максималка, маловато, конечно, для трехфазного аппарата. Ну вот он эти 51 выдает и больше не хочет. В теории должен резать 20 мм стандартом. Где-то с 80 уже
30-ку должен нарезать. Ну, 80 здесь ампер не положили. Работает. Замерить честный ток на тяге здесь не получилось сходу, потому что вот этих расходников нет, хотя бы базовых, длинных, да, длинным соплом и длинной цангой. Поставлю вот эти свои короткие. Удобнее, конечно, с ними сваривать таковые швы, потому что мизинец не приходится так сильно выставлять, когда опираешься на стол как-то посподручнее. И удобно держать это расстояние. Замерить честный ток. Минимальный здесь 10 ампер на DC режиме. Ну и максималка 250. Поджигает стабильно, с высокой дуги, там с 3 сантиметров свободно. Видим, честный ток выдает 254 ампера. Дуга здесь такая мягкая, стабильная, присущая трехфазному аппарату. Посварим на электродах, посмотрим, есть ли обрывы на дуге. Поставил ток 80 ампер, тройка электрод ИСА ПОК 46. Стараюсь держать короткое расстояние между кончиком электрода и металлом, чтобы было меньше брызг, ну и меньше вероятность обрыва. Как видим, все стабильно, никаких обрывов, все четко. Вот так, без зачистки, вот так, с зачисткой, все аккуратно и ровно. Поставил ток 90 ампер на электроды и попробуем еще разочек тавровых шов. Также чиркаю, приподнимаю электрод, избавляюсь от шлака, который будет затекать под электрод. Нужно его скинуть, а потом приблизить кончик электрода к углу и спокойно вести, делая маленькие движения. Они выступают как гарантия того, что шлак не затечет вперед дуги. Потому что на плохих электродах такое частенько бывает. Так что для гарантии все-таки лучше делать мелкие движения. Шлак легко отделяется. Все стабильно. Так выглядит нечищенным. Почистил. Вроде как без подрезов. Нормально получилось. Поставил ток 75 ампер. Взял 2,5 электроды. И посвариваем на тонком металле на профтрубе. Посмотрим, как дуга тянется. Здесь напряжение холостого хода высокое. По идее, должен дугу тянуть знатно. Но здесь так довольно умеренно. Сильно не тянет. Вполне комфортно. Поджигает хорошо. 0,1 секунда наброс горячего старта на 100%. И прямо так точно все срабатывает. Без каких-то огрехов. Здесь вот прямо электроды хорошо настроены. Мое почтение, так скажем. Единственное, что не хватает тока побольше с запасом. Вот так получилось. Почистил более-менее. Конечно, через видео это трудно передать, насколько здесь мягкая дуга. На трехфазных аппаратах она, конечно, всегда мягче, чем на однофазных. Как-то способствует трифаза этой мягкости. Дуга, как видим, сильно не тянется, примерно с 3 сантиметров. А если обрывать резко, то прям вообще комфортно. Очень хорошо настроены здесь электроды. Ну и, конечно же, интересует здесь, как себя ведет полуавтомат. Подключил свою 15-ю горелку, ей вроде как поудобнее сваривать такое тонкое. И на смеси 0,8 проволока, и видим, что проволока подлетает, а потом опускается. Это, конечно, плохо будет на тонком металле, очень нестабильно. Более-менее как-то еще получилось, но пришлось приложить усилия, чтобы сварить точками более-менее аккуратно. Зачистил, вот так получилось. Подключил углекислоту, и рывков-то здесь и брыканий гораздо больше, чем на смеси. Хотя, как и настраивал этот аппарат, тоже крутил-вертел. Вот сейчас это лучшая настройка, что вы видите. Видим, что творится что-то неадекватное с кончиком проволоки. Подпрыгивает, брыкается. Не очень комфортно себя ведет проволока здесь. Ну и для сравнения наглядно покажу. Здесь слева углекислота. Видим, что с проволокой творится, да. Она иногда упирается в металл, а поджиг не происходит. А бывает, подлетает, как-то загибает проволоку, то есть так крайне нестабильно. Справа на смеси тоже проволока утыкается, сначала подгорает, но ее еще иногда сминает вот так, кривая такая становится. То есть все как-то здесь не очень стабильно на тонком. На сплошных швах, конечно же, он вначале будет брыкаться, а потом, когда уже процесс стабилизируется, все ровно и стабильно. Ну, конечно, здесь точками сваривать это то еще мучение будет. Только для сплошных швов полуавтомат настроен. Получилось так в среднем более-менее, хотя пришлось повозиться с настройками аппарата. Ну и попробуем на проволоке 1.2, выжать, так скажем, мощность. Поставил 25-ю горелку родную. И металл 4, слева углекислота, справа смесь. На углекислоте, конечно, брызжется знатно, еще бы на такой бешеной подаче. Заполняет, конечно, проволока 1.2 быстро. Видим, что справа на смеси поменьше брызг. В общем-то, здесь нужно повозиться с настройками, что получилось более-менее вот так вот без брызг. Тоже тут 2 раза сваривал. Слева углекислотой, справа смесью. Более-менее. Ну, а толстый металл он хорош. Также еще хотелось упомянуть про эти настройки, что здесь снизу указаны мелким шрифтом. Циклограмму я крутил по-всякому, что только не менял. Подкручивал, выкручивал, ничего особо не дает бонусом. И все эти старты, постфлоу, предфлоу там и прочее.
Индуктивность здесь работает, кстати, на минусе, как у меня на аппарате, мягко сваривает, а если ее ставите на всю, то наоборот жестко. Так что заводские установки здесь уже мягко сваривают. На всю не крутите. Тоже проволоки здесь работает. Рекомендую ставить хотя бы 0,3, а то если 0 поставить, он прямо прилипает проволока к металлу. Ну и постгаз полсекунды хотя бы, как минимум. Потестируем, что здесь с плазморезом. Поставил максимальный ток 50 ампер, накрутил воздуха и металл 12 миллиметров. Режет без ускорения здесь. Так вот в реальном времени. В принципе, продувает нормально 12 миллиметров. По книжке указано, что максималка 20 миллиметров. Ну, наверное, так и есть. На 50 ампер-то он больше-то не прорежет. Хорошо, что есть ограничители, а то в прошлый раз аппарат приносили. Был без ограничителя. Немного не дорезал в начале, но это тут из-за фасок, то, что я тут нарезал на этих пластинках. Есть у меня еще вот такой вот фланец. 16 миллиметров лежит уже 3 года без дела. Покромсаем его немножко. Режет, но как-то без задоринки. Вроде пробивает, да, струя-то плазмы самой дуги, но как-то вот уже в натяг 16 миллиметров он прямо чувствует нагрузку. Еще так побыстрее вести и уже будет не продувать. Он и так-то, конечно, не очень-то весело продувает. Пришлось еще по второму разу проходить, чтобы до конца упало. Где-то в начале не дорезал, еще раз дорезал. Ну и рез получился такой, конечно, страшный. Сильно толстого металла у меня нет. Отрезал пластинку и поставил ее вертикально. Отрезал 25 миллиметров. Получилось, по-моему, даже больше. И видим, что 25 тонн уже не берет. Дуга загибается, хоть и воздух на всю не пробивает. Приходится тут дорезать, потому что не достает дуга. Вот так получилось. Видим, что здесь так и есть. Ну, даже 27 миллиметров. Фланец 16 миллиметров. Резало более-менее. Если так помедленнее вести, то без проблем. В общем-то, и 20 миллиметров для него тяжеловато. Ну и попробуем на тяге. Поставил ток 120 ампер, подключил эту горелку и посварим пластинки стали шлифованных. Вначале разогреваем капельку и потихонечку подаем присадок. Следим за расширением каждой капельки. Подруливаем металлом влево-вправо по возможности. Горелка здесь, конечно, очень неудобная. Как смог, я ей провел кое-как. Хотелось подключить свою, но у меня тут пины не подходят. Вот так получилось, немного криво. Сварил еще одну. Получилось вроде чуть-чуть попрямее. Почистил. Так, в среднем более-менее. Но особо-то я не старался. Хотелось просто потестировать мягкость дуги. На синусе, на переменке прямо мягенько сваривает. Понравилось, что поджигает с высокой дуги. Тут даже там, сантиметра с 2-3 без проблем. Дуга здесь, конечно, мягенькая, в отличие от моего аппарата ИВМ. Здесь 3 фазы сказываются. Как-то дает ловкости, мягкости самой дуги. Как будто все нежнее происходит. Получилось тоже так кривенько. Особо не старался, потому что тут пластинок у меня не было, на чем потренироваться. Давно уже не сваривал алюминий. Ну и что по итогу? Повозился я с этим аппаратом изрядно, около недели, даже больше. То есть изучил основательно, перекрутил все настройки, все, что можно. Значит, честный ток есть на всех режимах. Вы сами видели, что заявлено в паспорте, то и есть по факту на клещах. Ну и далее по пунктам. Электроды. Ведет себя хорошо, никаких обрывов на дуге нет, честный ток. Все эти форсажи, горячий старт, все регулируется, все работает как надо. Но трехфазные аппараты 200 ампер как-то немножко даже смешно, потому что и однофазные аппараты выжимают 200-220. Аппарат вроде 250 амперный, но, видимо, искусственно зажали, чтобы что-то где-то не погорело, то есть 200 ампер ограничения. Вот так хотя бы не 250, но хотя бы там 220, да. Даже этого нет. Ну, в общем и целом, электронный зачет. Дуга, конечно, эластичнее, немножко так помягче, чем на однофазных аппаратах. Это надо признать, все-таки 3 фазы играют роль. Далее плазморез, резка металла. Ну, сами видели, 50 ампер. Трехфазные аппараты 50 ампер. Даже в начальных версиях Авроры там 60 идет, 20 миллиметров указано. Следующая версия там подороже 80 ампер, уже 30-ку режет, и там 100 амперный, и 40 может прорезать, в принципе. Как-то для трехфазного 50 ампер, даже у меня были однофазные Best-Arc, который выжимал там что-то 60 с чем-то вроде бы. То есть может. Из плюсов то, что есть пилотная дуга, можно прямо сжечь хоть секунд 10-15, в отличие от аппаратов однофазных, что у меня были плазморезы. Ну, конечно, можно сжечь сопло. И ограничитель все-таки поставить стоит там в менюшке, чтобы хотя бы секунд 5 она горит, а дальше прекращается. Но глядя на этот аппарат, который весит 63 килограмма и который 20-ку кое-как режет, как-то хиленько, слабо. Может, конечно, в версиях этого аппарата, что подороже, стоит уже плазморез, там и 60, и 80 ампер выдает. Но
в этом так. Далее тик. Вот тик зачет. И поджигает вот с такой высоты, хоть переменки, хоть постоянки, сантиметра 3, наверное. Даже мой ЕВМ однофазный с такого расстояния поджигает. Дуга такая мягенькая, эластичная. Есть вот эти формы волны на переменке. И на синусе прямо приятно сваривать. Чувствуется отличие вот от моего однофазного аппарата ЕВМ. Такая мягкая эластичная дуга, как будто послушнее, что ли, процесс управления металлом происходит. Ну, такое субъективное мнение, если так вот сравнивать в лоб. Сначала один посваривать, потом вторым. Есть разница. Трифаза здесь как-то смягчает процесс. Единственное, что вот эта вот дубовая горелка, которая без расходников, кстати, возможно, она была просто как в комплектации, а аппарат шел без нее. Ну, если уж собирать аппарат и продавать из комплектации, то все должно соответствовать. И все эти расходники на плазморез, все эти шланги, все должно быть и на тик-горелку, чтобы человек достал из коробки и все это пособирал сразу же, чтобы было удобно. А то вроде стоят все эти расходники копейки, а нужно еще и бежать докупать их, искать. А так с коробки достал, все есть. Мощности для тик, конечно, вот эти 50 ампер плюсом, да, что в отличие от однофазного аппарата 200 амперного, они особо роли не играют. Естественно, это все нужно на толстом алюминии, там сварка автомобильных дисков, где такой вот толстенный алюминий, потому что он там тепло знатно впитывает. Ну или какие-нибудь толстые пластины меди там или латуни, которые знатно впитывают тепло посильнее, чем алюминий. В общем-то, хотелось видеть 300, ну хотя бы 280 ампер, но тут 250, то есть такой пробник трехфазного аппарата, так скажем. Ну и самый главный недостаток – это полуавтомат. Конечно, все то же самое было на аппаратах Гроверс, тоже брыкание. И здесь то же самое это есть. Даже трехфазный аппарат у меня был фирмы Аберон недавно, и там на точках-то он вел себя стабильнее, а здесь прямо какой-то хаос происходит. Я уж тут крутил настройки и тоже проволоки, какие-то утыкания есть, вот эти вот спотыкания. Проволока сначала приходит к металлу, в доли секунды обгорает, подлетает, а потом опять стабильным потоком идет. И получается на каждой точке какие-то вот эти подлеты, а потом опять нормально, подлет и опять нормально. На обычном, прям моем однофазном аппарате такого нет, все четко, проволока сразу входит, делает капли, особенно когда уже металл горячий, последующие точки прямо плавно входят. Ну и что-то по двигателю показало странным. Аппарат мощный, двигатель нормальный, все, но 15 метров в минуту все подает. Конечно, такая скорость не нужна на проволоке 1 и 1,2, там максимум 6, 8, ну может 10 метров. А на проволоке 0,8 на 13 уже спотыкается, а вот где-то на 11 так более-менее стабильно. На некоторых трехфазных аппаратах там было и 18 метров в минуту, и 20 даже я видел, а здесь как-то вот лимит 15. Ну, что есть, то есть. Главное, что работает. В общем-то, здесь полуавтомат предназначен для цеха, где заливаешь толстыми слоями какие-нибудь вагоны, там свариваешь длинными швами. Ну да, вначале бракнется, а потом все нормально, стабильно идет. И сваривать какую-нибудь кузовщину будет так себе. Тонкий металл, профтрубы, это, конечно, страдание. Лучше купить отдельный аппарат какой-нибудь 1020 однофазный, и он на точке себя будет стабильнее вести, чем вот этот. То есть надо как-то его дорабатывать, может быть, что-то там перепрошьют в будущих версиях. Понравилось удобное меню, крутишь в разные стороны, все включается. Единственное, что на плазморезе меню не покрутишь, пока воздух не подключишь. Как-то странно. На всех других аппаратах все это можно было покрутить. Ну, еще есть вопрос по комплектации и по горелкам. Если, конечно, мне их положили только чтобы я протестировал аппарат, это одно. Если, конечно, они идут с аппаратом в комплекте, то это другое, потому что, ну вот, та же горелка, да, плазмореза. Но настолько тоненькая вот здесь вот все. Прямо вот, не знаю, даже на однофазных аппаратах шланг-пакет был потолще. На 50 амперах-то она, может быть, и не погорит, но как-то все это смотрится, так скажем, по-детски, не монументально. Хорошо, хоть был ограничитель, чтобы в металл не упираться, как в других аппаратах было. Но вот эти вот шланги, хомуты, как вот человек достал из коробки, вообще в идеале все на быстросъемах. Раз, шланги. А тут еще и хомутов не хватает, и шланга не хватает. Ну и сам фильтр прикрутить к аппарату тоже некуда. Так, нужно бы просверлить пару отверстий, чтобы можно было закрутить сразу сходу. Пришлось тут разбирать полаппарата. С однофазными аппаратами в комплектах были тоже дубовые горелки, я помню, но здесь как будто прямо рекорд по дубовости, прямо вот очень дубовые. Шарниры, да, все это вообще не спасает. Свариваешь, чуть вот здесь вот пошевелил, сразу горелка в руках ерзает. Причем все время как-то в натяг рука, она устает. Хочется здесь, чтобы все было максимально мягкое. Что-то там вот так вот ювелирно, палка такая, что сразу рука устает, потому что шланги тут тянут. Даже если закинешь на стол, все равно неудобно выворачивать. Она, конечно, тут гнется, что можно подогнуть, это хоть что-то. Но такой только там реально диски автомобильные сваривать на 250 ампер поставил, и вот просто прямо там держишь, и все, никуда не двигаешься. Тогда еще она имеет право на существование. Ну и ладно, положили, то есть горелка-то есть, расходников нет, то есть вот все эти колпачки и сопла как-то нужно
собирать самому. Можно из коробки достанешь, а посваривать хорошо. У меня все это есть, накрутил, попробовал. А так вот человек купит этот аппарат за 220 тысяч-то, и там того нет. Вроде мелочь, она же копейки стоит, там 1000-2 рублей. Но все это нужно зайти, там заказать на сайте, дождаться, собрать потом. Хотелось бы, чтобы на этих 2 шлангах с водой тоже был быстросъем, как и на газу. Что еще? Аппарат, конечно, тяжеленный, 60 килограмм особо-то не потаскаешь. Его, по идее, сразу на тележку, так что если возьмете такой аппарат, сразу нужно тележку. Колес никаких в комплекте нет, только резиновые ножки, и на том спасибо. Умного охлаждения нет, но шумит очень тихо. Вот эти дополнительные вентиляторы, еще когда включаешь плазморез, вентилятор еще дополнительный промежуточный, который внутри аппарата стоит, включается. Когда плазморез выключаешь из меню, вентилятор перестает дуть, тише работает. Довольно высокое ПВ, там куча радиаторов видел, такие большие из кирпич, да, но вот везде ограничения какие-то. То есть на электродах 200 ампер даже показалось странным, ну хоть 220 на трехфазном аппарате. Что есть, то есть. В общем-то, чудо не произошло. Также есть приключения, как и на других комбайнах. Проблемы с полуавтоматом, вот эти брыкания. Не знаю, зачем мы сделали такой толстый корпус. Вот само железо 2 мм, а внутри 1,5. Вот этот остов, на что плата крепится. Так что если все платы снять, он сам по себе весит несколько десятков килограмм. Можно было, наверное, и потоньше металл, так миллиметр-1,5. Ну, видимо, так задумали. Однофазных аппаратов у ИДРАМАШ нет. Позиционирует себя только для цехов, для производства, только трехфазные аппараты, станки в них и прочее на сайте. Разыгрывать его, конечно, не дают, ввиду стоимости, да, нужно будет отправить его на склад. А так, сами думаете, стоит он своей цены, не стоит, стоит его покупать и не стоит. Не у каждого еще, конечно, есть в частном доме или в гараже трехфазная розетка, так что аппарат больше ориентирован для цехов. Если понравилось видео, и пока.